Ну, наконец я добрался до Хопра. Судя по карте, до реки осталось 100 метров. Спущусь к ней уже на рассвете. А пока что ставлю палатку и отдыхать. Меня всегда поражал простор степи. Это глубина и широта пространства. И, видимо, поэтому южные реки так манят. Участки реки для исследования я обычно выбираю заранее, дома сидя за компьютером. Ищу на спутниковой карте характерные изгибы русла, сужения, резкие повороты, острова. Все это потенциально может являться перекатами. И чем более, к примеру, резкое сужение русла относительно фоновой ширины реки, или чем более крутой поворот, чем больше скопление островов на каком-то локальном участке, тем более вероятно, что это место будет являться перекатом. Приехав в выбранный район, ориентируюсь на местности и ищу удобные пути подъезда с помощью спутниковой карты на телефоне. Ребята, резкое сужение и поворот русла на карте в действительности оказались таким мощным перекатом, что мне не терпится туда скорее забросить. Есть! Ну это какой-то малыш. Я ждал совсем другого размера рыбу. Может, ты позовешь маму? Так как в этом месте фактически всего один подход к воде, а струя бьет довольно далеко, я приловчился облавливать практически весь периметр бурлилки, забрасываю воблер под противоположный берег, его подхватывает струя, и дальше я, подняв удилище вверх, начинаю отдавать леску. Столько, сколько мне нужно. И так получается облавливать, сплавляя воблер практически метров на 50, и потом он пересекает бурлилку, а это то, что мне и нужно. И вот как раз в дальней дистанции клюнул небольшой голавлик, а так бы я туда просто не подошел. К сожалению, на таком шикарном перекате поклевкой порадовал лишь маленький голавлик, но я уверен, что потенциал этого места существенно больше, и есть здесь крупная рыба. Возможно, я что-то делал не так, возможно, нужно попробовать в другое время, например, ночью. Такие места именно в темное время хорошо срабатывают. Но мне нужно исследовать речку дальше, поэтому я еду на следующий перекат.
Есть. Так, надо вылазить отсюда. Тут я не возьму. Скорее на песчаную косу. Вау. Супер. Ой, головлишка. На Savage гировский крэнк. Кстати, в позапрошлом году именно на Хопре я разловил этот воблер. И неплохо он себя показал. Место сказочное. Я называю такое стиральной машиной. Крутит, как в барабане стиралки. Иногда при поиске подъезда к перекату приходится забираться в реальные джунгли. Но это того стоит. На карте перекат есть, а дорог к нему почему-то нету. И чтобы добраться до него, приходится пролазить сквозь лесную чащу. Ребята, ну чутье меня не подвело. Перекат есть, и он потрясающий. Слышите, как вода бурлит? Вот как подобраться к воде. Перекат явно непосещаемый человеком, соответственно, никаких тропинок. Кусты прям нависают вместе с корягами над водой. Ну, надеюсь, где-то получится закинуть. Зато предчувствие, что нетронутый девственный перекат, огромные головли ждут, когда им закинешь воблер, готовые сразу его съесть. Вот как-то там можно встать. Так, ну здесь точно получится покидать. И тут не очень глубоко, то есть можно на пару шагов зайти в болотных сапогах. Правда, замах для заброса не получится сделать, но кистевым забросом буду подкидывать воблер. Надеюсь, что этого хватит. Офигеть, за воблером жерех выскочил, чуть ли не выпрыгнул из воды. Есть! Ух, хороший! Да, против струи. Ага. Да, но ощущение первоначальное и поклевка такая сильная, то что голавлик огромный, но, конечно, мощное течение немножко усилило такое восприятие. Хотя приятная рыбка. Перекат явно рабочий. Первое же место
На втором забросе выход жереха за воблером. На третьем забросе поклевка головля. Мне это нравится. Опа! Ух ты! Вот это поклевка! Вот это рыба! Сразу на свечку пошла после... А, блин, сход! Вот это адреналин! Безумный удар на мощной струе. Голавль сразу выпрыгнул на свечку, ну такой в районе килограмма. Но здесь очень сложные условия для вываживания. Его сразу же понесло в коряге, потому что струя прибивает к нашему берегу, а он очень сильно закоряженный. Я пытаюсь форсировать, ну в общем рыба сошла. Но это было запоминающееся. Ниже по течению вообще невозможно подлезть к воде, а обловить тот участок обязательно надо. Тут идет сужение русла и ускорение течения и так сильного. Вот. Но воблер утягивает сразу струей под наш берег, там коряги, нависшее дерево, и я не вижу даже, куда уходит леска, вся надежда на удачу. На таком сильном течении все поклевки у меня пришлись на воблер, который создан именно для сильного течения. Это D3 Custom Далее 45 SS. Кренки здесь очень сильно колбасит, мощный поток. Поставлю такой малюсенький кренк. Возможно, это что-то даст, хотя боюсь, что сильно его будет колбасить. Ну, посмотрим. Опа! Ребята, это хороший голавль. Пожалуйста, только дойди до моих рук. Ой, как он в струе его. О! Хорошая рыба. Тяжело ее вести сюда. Все, вышел со струи.